Итак, мы находимся в студии Attic Bass. Саша, расскажи нам немножечко, что это, когда это началось, как вы к этому пришли. Студия Attic Bass теперь это уже, наверное, помещение для артистов, в основном для диджеев, ну и, возможно, для других музыкантов. А изначально это создавалось как площадка просто для группы единомышленников, для того, чтобы просто где-то для себя выступать. И мысль со стримами, с трансляциями пришла уже в процессе всего. Я помню первое впечатление, когда я увидела стрим на Твиче, и я увидела, какого качества это, и я увидела какие-то нарезки в Инстаграме, меня это очень впечатлило, я подумала, что это просто наикрутейшее качество, и здесь, наверное, просто какая-то огромная команда над всем этим работает, и тут, наверное, дорогущая аппаратура. Вот, расскажи мне, как вы добились такого качества? Качество, на самом деле, мы добились в основном только тем, что более-менее как-то пытаемся свет подстроить под ту технику, которая есть. Сейчас мы используем айфоны, так как двинулось вперед все. И некоторые люди придумали неплохие приложения, которые коннектятся с OBS студией. Это стриминговое приложение для компьютера. Как называется? OBS Studio. Угу. Я думаю, все знают о нем. Угу. Вот. Ты сказал, что коннектится что-то еще. Приложение, которое устанавливается на телефон, оно специально сделано для айфонов, которое позволяет iPhone использовать как камеру в OBS. Окей. Вот. Что за приложение? Что-то OBS-камера, так оно называется. Окей. Вот. Стоит оно там каких-то копеек в год, я не буду точно вдаваться в подробности. Может быть 15 евро в год. И это позволяет подключить сразу несколько камер, да? Если они у тебя в одном Apple ID. Тогда ты можешь это все дело, сколько есть телефонов на одном Apple ID, столько ты можешь и использовать. Но есть и другие приложения, просто это подошло нам, потому что у нас в какой-то момент почему-то оказалось как минимум 3 айфона, и потом нам еще 4-й подкинули. Вот. Они, конечно, все разные по году выпуска, но мы к среднему качество подтягиваем. То есть приходится даже немножко ухудшить, потому что один телефон он у нас из нового поколения, 12-й, а остальные все 7-ка и вот в этом поколении. Супер. А как вы настроили звук, как вы все это подсоединили? Ну, этим даже как-то не пришлось сильно заниматься, потому что пульт DJM от Пионера позволяет просто воткнуть USB-провод в него и воткнуть его в комп, и идет прямой звук сразу в компьютер, и все это можно в OBS выбрать. Вообще, в принципе, Attic это противоположная сторона андерграунда, то есть андерграунд под землей, а Attic это вроде как мы перевели через переводчик, что это чердак. И первая наша студия была на последнем этаже, вот так и учился чердачный бас. Ну, ничего более в этом не заложено. Чердачили? Чердачили по-черному. Чертишило. Это было здоровское время. Это когда было? Это было, наверное, весь 2017 год и 2018 год, когда мы только обосновались на первой студии. И после первых же нескольких стримов оказалось, что люди в Эстонии хотят тоже постримить, им интересно. И артисты, диджеи начали нам написывать и приходить. Изначально мы делали 8-часовые стримы по субботам. Это было, конечно, крайне тяжело, потому что техника вообще не справлялась с этим, честно говоря. Она перегревалась, и, в общем, где-то 4 часа было нормально, а потом были всякие проблемы, но записи, к счастью, были неплохие у нас. А как вы знали, какую технику нужно, как это все устанавливать? Честно говоря, мы ничего не знали, мы как бы действуем и до сих пор так, на что хватает денег, на то и тем мы и пользуемся. Изначально это были камеры обычные такие, Logitech, которыми люди снимают себя в Zoom для того, чтобы общаться с другими людьми или проводить какие-то небольшие конференции. Мы использовали их, и за счет темного фона вокруг диджея и точечного света в сторону техники диджея мы добились того, что все прекрасно видно, что мы хотели, что делает диджей и как это происходит. Все, что вокруг, это не нужно. Иначе это отвлекает, и непонятно, что там делает диджей, правильно? Мы все-таки хотели показывать, что именно происходит во время того, как диджей там что-то крутит и так далее. Акцент на это.
Супер, а как об этом узнавали другие? Это как-то передавалось таким сарафанным радио или как? Нет, мы создали страничку в Фейсбуке. Естественно, на тот момент Инстаграм не был, кстати, таким популярным. Я не помню, был ли он вообще. Вот. Создали страничку, на которой, соответственно, собирались делать стримы. Открыли YouTube-канал, на котором тоже хотели делать стримы. YouTube-канал мы потеряли очень быстро, наверное, через 2 месяца после открытия, потому что мы использовали некоторые визуалы, в которых мы не учли, что там будут какие-то авторские права. И, в общем, за появление этого видео в нашем стриме нам бабахнули на полгода полностью запрет на стримы. Вот. Facebook тоже постоянно блочил наши видео из-за авторских прав. Потом мы познакомились с Ильей, который у нас тоже в Таллине делал стримы. И мы решили с ним заколлаборироваться. И как оказалось, он в поисках новой студии, так как его арендатор заканчивает с ним договор. И с того времени Илья с нами, который подтянул целую кучу еще диджеев с эстонской арены. Техно подтянул к нам много. И с тех пор мы сотрудничаем с одной эстонской артисткой, диджеем в плане техно. Она полностью подготавливает все лайнапы на наши техно-стримы, которые проходят раз в месяц. В сентябре будет первый. А другие стримы, в основном, это Drum and Bass сейчас? Да, так как наша компания, которая изначально собиралась, мы вообще в основном все играли Drum and Bass, причем такой жесткий, который, в принципе, наверное, никто слушать особо долго не может. Но вот мы на этом поприще и создали себе место, где не будет нам никто запрещать играть тот Drum and Bass, который хочется. А сейчас какое направление вы бы хотели развивать? Мы хотели бы остаться при том, что у нас есть. Также у нас за эти годы появился один стрим, связанный с живыми выступлениями. Это ребята подключают свои синты, драм-машины и всякие штуки, которые я не знаю, как называются. Зачастую они сами даже не могут мне объяснить, что это такое, короче. Но получается крутой джем, когда встают 5 человек со своими аппаратами и начинают синхронно какую-то выдавать музыку, причем это не музыка определенного направления, то есть они могут плавать с помощью битов от техно в ambient и потом куда-то в джангл и так далее. Это очень круто звучит. Ребята суперские, уже 2 года с нами сотрудничают. И вот еще одно направление появилось, это мы давно о нем мечтали, это чтобы не было какого-то определенного стиля в нем, чтобы он как-то вместе собрал несколько стилей, потому что у нас не было никакого более легкого стрима, где бы играл какой-то хаус, что-то такое, брейкбит, может быть, что-то такое мелодичное, разное. Появилось еще одно направление, мы его назвали Beat Bass Hut. Нам помог чат GPT с названием. Отлично. Ты сказал, что вы начинали, так сказать, на чердаке, Да. на верхнем этаже. Почему пришлось переехать? В какой-то момент мы поняли, что с людьми подтягиваются люди, с диджеями. Они бы хотели приходить поддерживать своих знакомых, друзей. И на первом помещении у нас было очень мало места. Это было где-то 30 квадратных метров, поделенные на 3 маленьких помещения. И, соответственно, когда туда набивалось 8 диджеев и еще где-то с ними 8 человек, то это было достаточно жарко и неуютно. Соответственно, мы подумали, что надо найти что-то побольше. И там родилась мысль, что надо создать не только площадку для диджеев, но и место для проведения каких-то, я не знаю, закрытых маленьких вечеринок для людей, которые не любят собираться в каких-то публичных местах, более private space. Но второе помещение у нас было, конечно, провальное, потому что арендатор не до конца понял, что мы и кто мы, хотя мы предоставили все возможные материалы о нас, ссылки, то есть чтобы человек понимал, чем мы занимаемся. И вроде были договоренности, что в субботу мы можем пошуметь немножко, там до 11 вечера, как у нас обычно это происходит. Но, как оказалось, что рядом с нами в помещении были фотографы, которые принимали детей и так далее.
И, как оказалось, в субботу они никуда не уходят с работы и тоже работают. И у нас получился с ними конфликт, и мы даже 1,5 месяца там не прожили, хотя весь уже концепт отстроили. То есть было одно большое помещение, мы построили стенку сами между ним и Гипрока, чтобы отделить помещение. И нас попросили выселиться очень быстро. Нам дали неделю, у нас была куча просто мебели, какой-то техника, куча каких-то материалов. Это стенка, которую мы собрали. Но одним словом мы справились, выехали. И, возможно, это было самое лучшее, что могло произойти, потому что мы приехали сюда, в это место, в центре города, на Нарва-Манте, недалеко от Виру. Здесь очень много места, 130 квадратов почти, которые мы обуздали, наверное, только вот в этот последний год, 2025. До этого мы просто не знали, что с ним делать, грубо говоря. Видимо, дети становились гиперактивными, когда они слышали драм-н-бейс за стеной. И фотографы быстро решили вас выселить. Я думаю, что это просто предвзятое отношение к именно такому стилю музыки, который, ну, конечно, там на этаже, когда люди привыкли в полной тишине проводить свои вечера, а тут где-то что-то буц происходит, конечно, наверное, это больше всего их напрягало. Ну и плюс, поток какой-то людей на этаже. Вот. Они, видимо, начали чувствовать себя небезопасно. А в целом, в плане предвзятости, чувствуешь ли ты, что к людям, к неформалам, к людям, кто любит драм-н-бейс, как-то по-особому относятся? Смотря, наверное, какое поколение тебя, оценивает. То есть, если люди с прошлого поколения, для них вся нынешняя музыка почему-то это просто тыц. Хотя, по большому счету, ничего, грубо говоря, не изменилось. Просто, конечно, да, живых инструментов там в этом всем сейчас меньше слышится, чем ранее. Но, по сути, музыка никак не изменилась. Это все те же партии ударных, которые были и в роке, и в альтернативной музыке. Они сейчас используются. И ничего не изменилось в этой музыке. Ни в электронной, ни в какой-либо другой. Просто она звучит чуть-чуть по-другому. И я в данном случае я полностью вообще меломан. Для меня любая музыка, она красивая, если есть в ней музыка. Если же в ней музыки нет, допустим, отсутствует ударная, для меня уже немножко сложно будет воспринимать ее как музыку. Либо если там перкуссии настолько много и она вся загличена, то тоже очень сложно воспринимать как музыку. То есть это как жанр музыкальный, но как музыка вряд ли. Потому что музыка, она должна, наверное, еще и приводить людей к танцу. Хорошо, вы потом переехали сюда, и ты сказал, что это было самое лучшее, что случилось. Расскажи немножечко про это помещение. Это помещение находится в подвале жилого дома. То есть это совсем не атик уже? Совсем не атик. Мы с атика все-таки в андерграунд и упали. Видимо, Всевышние силы электронной музыки и диджейства сказали, что нельзя быть андерграундом на чердаке. И мы пришли сюда. Ну, во-первых, здесь, опять же таки, появилась возможность немножко больше шуметь. Конечно же, не всю ночь, и желательно вообще нигде всю ночь не шуметь и ночью отдыхать дома людям. Но в умеренных пределах по времени можно, конечно. Соответственно, мы никому не мешаем. Мы свободно начали делать дальше свои стримы. Естественно, мы много раз здесь все переделывали. То по одному, то по другому. И, кстати, мы эту стенку с Гипрока привезли со второй студии сюда. И вот она сзади, часть от нее, она обшита уже каким-то деревом, но это она. Круто, это все не круто. Просто так, да? Это круто, это берегите и экономьте свой материал, который вы купили, его можно использовать повторно. Если у вас есть куча денег, приносите нам, мы используем их с толком. Повторно. Это точно. Я, кстати, обожаю тот факт, что вы начинаете все,
и где-то там вот к полночи уже стрим заканчивается, и мне нравится, что я, например, тогда могу не выпадать из своего рабочего графика и в нормальное время пойти ложиться спать. Вот, в принципе, как бы мы, кстати, не думали о тех людях, кто собирается пойти ложиться спать в субботу. Мы все-таки думали о тех людях, кто собирается куда-то пойти. То есть для них это неплохая препати, где бы они ни были. Они могут двигаться где-то в автобусе к друзьям навстречу, уже могут заряжаться музыкой. В принципе, в дальнейшем мы хотим сделать более открытые свои стримы, то есть на стримы, чтобы приходил, так сказать, бэкграунд людей. И это тоже будет как припати, то есть люди могут с 7 до 11, кто хочет, отдохнуть и пойти домой спать, потому что не хочет выходить из своего режима и графика, а другие люди могут закончить в 11 здесь с нами и пойти дальше в город или куда-то еще тусить, зажигать огни города. Почему именно Drum and Bass? Мне кажется, Drum and Bass, потому что Drum and Bass помогает освободить голову от лишних мыслей, которые, возможно, всех нас преследуют из нашего прошлого. Возможно, это не все приятные какие-то мысли. Мне кажется, именно Drum and Bass лечит. Есть такая вечеринка, как Therapy Session. И, насколько я слышал по слухам, она была организована именно для того, чтобы проводить терапевтические сессии для людей с психическими отклонениями. Но, возможно, это миф. Я не ручаюсь за эти слова. Однозначно. Я иногда, когда работаю, я работаю дизайнером в дневное, привычное рабочее время. И иногда, чтобы сосредоточиться, мне нужно как раз что-то такое потяжелее, drum and bass, чтобы там громыхало все, что можно. И тогда почему-то мне удается сфокусироваться хорошо. Да, я с тобой соглашусь. Последние 2 недели на работе были жутко тяжелыми. Я доставщик. И из-за этого график и режим тоже сбился совсем просто катастрофически. Хочется иногда спать в то время, когда ты не должен хотеть спать, и бодрствовать, когда ты не должен хотеть бодрствовать. Вот. И я скажу так, что да, именно Drum and Bass фокусировал меня во время работы, именно на работе. Но вечером хочется спокойствия. Drum and Bass, он не нужен всегда. Также у Drum and Bass очень большая и широкая культура, которая распространяется, наверное, не знаю, по всей Европе уже теперь. Хоть некоторое время назад оно было больше все-таки где-то сконцентрировано больше в Англии. Сейчас Чехия, Словакия, Австрия. Все подтягиваются к Drum and Bass. И это круто. Хоть и Drum and Bass, который сейчас выпускают, мне не очень нравится. Я все-таки больше люблю звучание 2005-2007 годов, когда Drum and Bass не был настолько разгорячен по звукам. Очень много скрежета сейчас. Сейчас очень много скрежета. Точнее, тот же скрежет, как и было раньше, только его, так сказать, раскрежетили по максимуму. И грув пропал с Drum and Bass. Да. То есть он просто всегда фигачит, а нету вот этого вот грува, который тебе дает радость. Вот. Да. Расскажи мне, как вы начинали в плане техники, с какими проблемами вы сталкивались? Пришлось ли что-то подключать, переподключать, покупать что-то заново? Да, конечно. Первая проблема у нас была, что мы представить не могли себе, что компьютер, имеющий 8 USB входов, не захочет работать с 4 камерами, а еще и пульт туда подключить. С чем это все связано, мы до сих пор не можем понять, но нам кажется, что это связано именно с материнской платой, с блоком питания и с чем-то таким. Вот. Были проблемы с тем, что ты подключаешь 4-ю камеру и отъезжает звук. Ты подключаешь это все вместе, ты вроде как бы провел стрим, а потом на записи ты слышишь, что в звуке есть
постоянное трещание. Ты приезжаешь на студию и думаешь, что же у нас было в прошлый раз не так? Начинаешь все переустанавливать, перепробовать. Ты вроде вернул звук, проверил. Отъезжает камера. И она больше никак не хочет подключаться обратно. Но за годы всего мы пришли к выводу, что компьютер на базе Windows, он любит, чтобы в него подключали те USB, которые ты от него включил, обратно в тот же самый USB. Иначе происходит какой-то сдвиг драйверов через какое-то время. Если ты дважды переставил одну камеру с одной дырки в другую, то потом они начинают путаться и, соответственно, вылетать и тормозить и всякое такое. Но это, опять же таки, неподтвержденный факт. Это чисто наблюдение за годы работы. Но сейчас мы уже на Windows не работаем. Мы как-то перешли на Mac. И Mac очень хорош. Вроде сбоев по камерам нету. Только если сама камера не работает. Хотелось бы, конечно, перейти на более профессиональный уровень. Но для нас пока это финансово невозможно. Потому что все вот это, что происходит здесь, оно на своих началах, без особых донатов. Хотя мы в свое время где-то около 800 евро собрали, которые пустили тоже все сюда. На стройматериалы и ремонт техники, которая иногда тоже страдает. Я имею в виду диджейскую технику. Некоторые диджеи очень любят экспрессивно трогать кнопочки. Им кажется, что это придает некий драйв в музыку. Возможно, оно так и есть, когда ты смотришь это с картинкой. Но люди, относитесь бережнее к технике. Диджейское это все немножко дорого стоит и занимает время в ремонте. Если у вас уходит техника, вы вынуждены брать ее в аренду и тратить свои деньги на это. Я сейчас, пока мы записываем, не особо удивляюсь, потому что я слышала эту историю, я знаю, что все на своих началах, и когда я первый раз это услышала, я была, наверное, шокирована, что это ж столько сил, столько времени и столько финансов во все это вложено, и да, это глубокий поклон. Спасибо. И как тебе удается сохранять какую-то мотивацию, какое-то вдохновение, может быть? Во-первых, я и наша команда, кто остался еще с нами изначально, мы видим, хоть и не подтвержденные от самих людей результаты, но благодаря нашим стримам многие диджеи смогли вырасти, добиться результатов на сцене, попадать в каждые выходные на постеры вечеринок, играть. Для нас это очень круто, потому что люди смогли использовать материал, записанный у нас на студии с умом, с пользой, сделать работы над ошибками в своем мастерстве, и заниматься тем, чем им нравится. Супер. В Таллине и, в принципе, в Эстонии появились похожие проекты, которые занимаются такими подобными съемками. Это значит, что интерес у людей есть, и, возможно, у них есть своя какая-то идея из этого. Будет очень круто, если люди с разными идеями, но с похожей концепцией будут выходить на рынок Эстонии и как-то продвигать музыкальное движение дальше. Очень классно. Скажи, как диджеи могут попасть к вам на стрим? Каюсь, мы очень официально этого не делаем. Последние, наверное, 1,5 года мы больше занимались завершением помещения. Надеюсь, к сентябрю это все закончится, и мы сможем еще кого-то пригласить сюда и открыть официальный календарь для диджеев, кто захочет записаться на стрим. Но я думаю, что мы будем использовать Инстаграм. Также можно будет прийти попрактиковаться, а не постримить. Да и, в принципе, организовать свой стрим или запись для себя. А в основном приглашали тех диджеев, которых мы уже знали. И иногда из круга тех людей просто кто-то сам нам писал, так как дали контакт. Человек осмелился, собрался, решил, что он готов, хочу пойти. Я больше не стесняюсь. И приходили, и играли. Да. И это очень круто, потому что Эстония достаточно маленькая страна. И этот проект, который мы сделали,
показал, что здесь очень много талантливых артистов. Но они все достаточно закрытые люди, стеснительные, так же, как и мы. Поэтому мы сделали сначала студию и начали снимать себя на камеру и показывать в Фейсбуке, нежели сделали какую-нибудь тусовку и пришли туда и сказали, приходите к нам. Но тусовки тоже будут когда-нибудь. Да, я тоже узнала про Атик через Андрея, диджея. Он меня позвал послушать, как он играет. И в следующий раз позвал тоже прийти и поиграть. И для меня это было такое... Ну, я, может быть, сказала бы, что это был такой некий выход на новый уровень, потому что у меня был творческий, как же это, застой, и я не могла начать снова играть. И тут ребята пригласили, Андрей позвал, и да, как-то для меня это было таким... почти что знаковым событием, я бы сказала. Что, да, очень классно, что есть такое место. Как-то так, да. Какой бы ты дал совет самому себе, когда ты начинал? Наверное, я бы был более уверен в том, что это будет нужно через это количество времени, сколько прошло, через 2017, сейчас 2025, 8 лет. Тогда вокруг было много людей, кто нес некий диссонанс в мысли нашей студии. То есть это никому не нужно, мы уже это все делали, да нафиг вам это надо, это денег не приносит. Но первое, мы гнались никогда не за деньгами. Деньги придут, будет круто. Но если будет много крутых артистов, мы тоже будем рады тому, что есть много крутых артистов, а не только привозные гости из-за границы могут сделать шоу. Это не так. Поэтому я бы, наверное, дал себе совет никого не слушать и больше времени уделять любимому делу и искать больше людей, кто в этом заинтересован. И не воскладывать никаких надежд на людей, кому это не интересно. Если кто-то хочет начать и сделать студию в своем городе, что бы ты им посоветовал сделать в начале или как-то развивать дальше проект? Ну, во-первых, надо взаиметь свою диджейскую технику, если, конечно, люди хотят снимать подобные стримы, потому что в аренду это слишком будет дорого, поэтому мы на началах решили, что в перспективе выкупить сразу ее с помощью лизинга или кредита, неважно, мы выбрали кредит, будет целесообразней. Она же останется на долгое время с тобой, и Пионер техника вроде славится своей надежностью, и реально 8 лет 2 поломки только, и то сами довели. Вот. И советовал бы начать с этого и продумать идею, зачем это делать. Потому что я заметил, что многие стримы ради донатов, они быстро загибаются. То есть нет никакой такой какой-то концепции, возможно, людей это отталкивает, возможно. В общем, мне кажется, нужна идея. И эта идея должна быть передана с помощью контента. Наша идея была показывать диджеев и ихнюю работу. Мы продолжаем делать это уже 8 лет и стараемся от этого не отходить. Что для тебя лично, какое значение имеет Attic Bass? Хороший вопрос. Attic Bass для меня второй дом. После дома. Лов. Да. На работе мы все становимся рабочими людьми и забываем о радостях, которые нам приносят какие-то вещи. Приходится быть сосредоточенным, сдержанным в каких-то местах, не показывать эмоции. Дома хочется просто отдохнуть, а Attic Bass – это то место, где хочется что-то делать.
где можно вести себя в рамках разумного, естественно, так, как заблагоразумится тебе, и никто тебя здесь за это не осудит. А все, наоборот, посмеются над этим, потом расскажут что-то смешное про себя, и мы все поддержим таких себя, каждый со своими тараканами. Но нас объединяет музыка и цель нести добро людям Я это с тоже помощью музыки. очень сильно почувствовала, когда я здесь побывала здесь впервые. Я пришла, послушала Андрея, как он играл, я пошла в курилку, и я сразу почувствовала какую-то такую искреннюю человечность. Мне очень понравилось, что можно было быть собой, и я ощущала, что здесь такое, как английское понятие safe space, такое, как по-русски, наверное, безопасное не звучит так, да, как бы вот такое место, где можно прийти, расслабиться, быть собой. И это как-то, этого очень не хватало, и я прям, когда побывала здесь, для меня это тоже какой-то такой поворотный момент был, где что-то как будто бы появилось в жизни, и как-то появилось некое спокойствие. Так что спасибо вам большое, что вы этим занимаетесь. Спасибо за признательность. Будем продолжать заниматься, и надеюсь, что ваше интервью подтянет к нам еще каких-то новых людей, кто заинтересован показывать себя. Где обычно стримы транслируются? На Твиче, на нашем канале Attic/Bass. Как лучше всего следовать за вашим, так сказать, творчеством, за вашими мероприятиями? Да, у нас есть инстаграм-страничка Attic/Bass Tallinn. И мы ее в ближайшем будущем еще немножко разовьем, и там, скорее всего, будет вся информация, и можно будет перейти по всем ссылочкам и все узнать именно с Инстаграма. И все трансляции, лайвы, они на Твиче? На Твиче, да, сейчас, там Твич поставил ограничение в 100 часов записей хранящихся, поэтому я так посчитал, что на год будет примерно хватать. То есть год записи лежат, если начинается следующий год, то придется все стереть, чтобы появлялись новые, но в ближайшем будущем мы опять начнем выкладывать на наш YouTube-канал все записи, и тогда такой проблемы больше не будет. Все можно будет всегда посмотреть в YouTube. Кстати, там можно посмотреть все видео со всех 3 студий, и это просто по картинке сразу видно. Классно. Посмотреть, так сказать, за развитием нашего качества, но качество не имеет предела. Отлично. Есть к чему стремиться всегда. Да, и это прекрасно, потому что всегда нужно что-то делать, а как известно, как этот труд развивает человека. Лучше в курилку. Мы, такие стеснительные ребята, но хотим очень записать красивое интервью. Которое будет виральным. Да, и чтобы тут просто удалил свою страничку после этого. Вот. Да. Опять вот. На данный момент это звуко- и видеозаписывающая студия, которая в основном занимается проведением стримов еженедельных, стримов электронной музыки. Не, давай заново. Миша, все. Все, пиздец. Я поплыл. На данный момент Attic/Bass это звуко- и видеозаписывающая студия на основе стримов еженедельных, которые... Так слово «которые». Ну я ебал. Саша, расскажи, что такое Attic/Bass? Attic/Bass это звуко- и видеозаписывающая студия на данный момент, которая... Да, я не могу вообще, все, пиздец. Это долго будет продолжаться, походу, да? Ну, мать его. Шлюха, наори на меня!